Принято считать, что август – это мертвый сезон для театра. Стационарные сцены уходят на каникулы, репертуарные залы закрываются на ремонт, а труппы разъезжаются. Но на самом деле август – это время, когда театр просто отказывается от привычных четырех стен. В августе 26 года карта Европы, как всегда, превращается в огромную площадку под открытым небом. Спектакли играются в средневековых замках, на улицах горняцких городков, в бывших индустриальных цехах и прямо на асфальте. Сегодня мы разберем, куда ехать и что смотреть в августе, если вам интересен живой, экспериментальный и масштабный перформанс. Пройдемся по главным европейским фестивалям от абсолютных гигантов до специфических сайт-специфик локаций. Начнем с двух главных витрин европейского высокого искусства, которые создавались после Второй мировой как кураторские институции высшей пробы. Это Зальцбург и Эдинбург. Но насколько же разную оптику они предлагают? Зальцбургский фестиваль в Австрии – это элитарный консерватизм и торжество академической формы. Фестиваль проходит с 17 по 30 августа. Сюда едут за оперой высшего класса и традицией немецкоязычной драмы. Но не стоит думать, что Зальцбург застрял исключительно в традиционализме. Он интересен тем, как режиссеры с громкими именами работают с современными текстами и сложной драматургией. Параллельно с классикой фестиваль постоянно заказывает постановки по текстам нобелевских лауреатов. Радикальной Эльфриды Эллиник или священного чудовища Зальцбурга Петера Хандке. В руках режиссеров уровня Николаса Штемана и Кристофа Марталера их сложная литература превращается в виртуозный театр мысли. Главный символ драматической программы – спектакль «Едеман» каждый Гуго фон Хофмансталя, который традиционно играет прямо на Соборной площади. Это адаптация австрийским автором начала XX века английской моралите XV века. Именно в начале прошлого века эта пьеса обретает вторую жизнь и уже не сходит с театральных подмостков. А одним из визуальных маркеров фестиваля стали 4 маски мимов на главном барочном портале бывших придворных конюшен, построенных еще в 1694 году архитектором Иоганном Бернхардом Фишером фон Эрлахом. Сами маски появились в 1926 году благодаря скульптору Якобу Альтхарту-младшему, а сегодня этот комплекс – главная площадка фестиваля. Но гением, осеняющим весь Зальцбург, остается Вольфганг Амадей Моцарт. Многие локации связаны с его именем. Например, университет Моцартеум, основанный в 1841 году, к 50-летию со дня смерти композитора как музыкальная школа, которая предназначалась для подготовки очередного поколения музыкантов, которые будут служить в Зальцбургском соборе. В истории школы оставили свой след Карл Орф, знаменитый автор Кармина Бурана, и Николас Харнангур, известный своими исторически достоверными исполнениями барочных произведений. А сегодня это одна из ключевых фестивальных сцен. Поскольку у Зальцбурга нет под боком низовых раздражителей, он уже столетия работает как идеальная, безупречно зашлифованная капсула высокого искусства. А вот его главный оппонент, Эдинбургский международный фестиваль в Шотландии, при аналогичном статусе гораздо более динамичен и междисциплинарен. Он активнее работает с международным контекстом, от азиатского пластического театра до современной британской драматургии. Главное отличие Эдинбурга в том, что он существует внутри кипящего бульона Эдинбург Фриндж. Оба фестиваля родились в один год, в 1947, и проходят одновременно с 7 по 31 августа. Сегодня Эдинбургский Фриндж, пожалуй, крупнейшее международное событие на планете и стихийная мегалаборатория. Океан из тысяч независимых шоу, захлестывающих весь город. Фриндж работает как мощнейший драйвер. Его дерзость, эксперименты и свежая кровь непрерывно давят на основной фестиваль, не давая ему превратиться в застывший музей. Это лучший пример горизонтальной культуры, где из хаоса выкристаллизовываются будущие хиты Вест-Энда и Бродвея. В Эдинбурге зритель за один день может совершить путешествие от статусных мировых премьер до радикального иммерсивного перформанса в подвале и обратно. Если же вы любите экспериментальный постдраматический театр, современный танец и масштабные инсталляции, стоит обратить взгляд на Рурский регион в Германии и фестиваль Рур-Триеннале, который пройдет с 20 августа по 20 сентября. Основанный в 2002 году легендарным директором Зальцбургского фестиваля и интендантом Парижской национальной оперы, крупным реформатором оперы Жераром Мартье, фестиваль ставит во главу угла креационы – масштабные проекты на стыке оперы, драмы,
contemporary dance и медиа-арта. Спектакли РУФ-Триеннале – это острая и честная публицистика на актуальные и болезненные темы. Это прямой и честный разговор о нас, с нами, на границах жанров и интерпретаций. Программа этого года впечатляет. Кшиштоф Орликовский продолжает исследовать концепцию травмы, ее влияние на жизнь конкретного человека и общества. А Марина Абрамович покажет на территории бывшей электростанции в ландшафтном парке Дуйсбург-Норд свой один из самых оригинальных и мощных перформансов – 4-часовую балканскую эротическую эпопею. А для тех, кто больше любит невербальный язык пластики, солидная часть фестивальных мероприятий – это спектакли Contemporary Dance. Рурская Триеннале, пожалуй, один из самых впечатляющих примеров работы с промышленным наследием. Фестиваль проходит не в театрах, а в цехах бывших металлургических заводов, шахтах и машинных залах Бохума, Дуйсбурга, Дортмунда и Эссена. Высоченные металлические конструкции и индустриальная акустика. Воздух, пропитанный историей рабочей Европы, делают пространство полноценным соавтором режиссера. В августе это абсолютный must-see для тех, кому интересны трансформации городской среды через искусство. Теперь переместимся из индустриальных пространств прямо на городскую мостовую. Франция, маленький городок Арияк. С 17 по 22 августа здесь проходит фестиваль де Арияк, главная мировая мекка уличного театра, созданная в 1986 году французским режиссером Мишелем Креспеном. И это не просто мимы и ходулисты. Арияк показывает цирк нового формата, иммерсивные шествия и жесткие политические интервенции. Представления играются для зрителей на открытом воздухе или в больших шатрах по принципу «плати сколько можешь». Фестиваль намеренно создавался в сельской местности как манифест культурной децентрализации. Искусство не должно быть привилегией Парижа, оно должно быть доступным для всех. В крупных городах вроде Парижа, Лиона или Марселя уличный театр всегда вынужден бороться с гигантским городским шумом, движением транспорта, коммерческой рекламой и жестким контролем полиции. Арияк же с его тихими улочками, небольшими площадями и спокойным ритмом жизни превращался в идеальную лабораторию. На 4 дня город полностью отдает свои улицы, парки, дворы и даже крыши под тотальный театральный эксперимент. Креспен искал чистого прямолинейного контакта между артистом и обычным человеком, фермером, местным ремесленником, случайным прохожим. Уличный театр в такой среде возвращал себе первозданную народную и карнавальную природу. Поскольку Арияк находится далеко от ключевых магистралей, заехать туда на пару часов между делом невозможно. Приезжать туда надо полностью на несколько дней. В результате население маленького сельского городка на 4 дня увеличивается в 5-6 раз. На время фестиваля город превращается в автономную коммуну, где более 100 тысяч человек, артисты, зрители, критики, живут и едят вместе в палаточных лагерях, тусуются на одних улицах, общаясь круглосуточно. Эта обстановка и создала легендарную душевность и счастье, которое ощущается на улицах Арияка. Если же вам ближе скандинавская эстетика, стоит обратить внимание на Гетеборгский фестиваль театра и танца в Швеции, который пройдет с 21 по 30 августа. Это более камерная подборка проектов Северной Европы. Скандинавский фестиваль активно работает с темами экологии, нового медиаискусства, исследует границы телесности и инклюзии. Это отличный антипод шумному южноевропейскому уличному карнавалу. Фестиваль появился в 1994 году как масштабная институциональная инициатива городских властей и культурных деятелей Гетеборга и задумывался как окно в мир и пространство для культурного обмена для шведского зрителя. И акцент был сделан на новаторские, междисциплинарные и экспериментальные работы. Стремление в начале 1990-х годов муниципалитета Гетеборга вписать город в международную карту современного искусства удалось на славу. А если вам хочется точечных, концентрированных впечатлений, в августе есть 2 проверенных направления. Первое – античные сцены под открытым небом. В первую очередь это Афинский фестиваль в Эпидавре в Греции, который продлится до 29 августа, и оперный фестиваль Арена де Верона в Италии, который пройдет с 8 августа по 12 сентября. Смотреть древнегреческую трагедию в античном амфитеатре, где зрительное восприятие и акустика работают так же, как и 2000 лет назад, уникальный опыт. Кстати, в Эпидавре в августе в рамках фестиваля пройдет мастер-класс Ивана Воропаева. Второе направление – лондонский Вест-Энд. Пока репертуарные театры Европы закрыты, Вест-Энд работает на полную мощность. Часто именно в летние блоки спектаклей приглашают голливудских и британских кинозвезд в классические и современные драматические постановки. А театры организуют показы на открытых летних площадках и в парках.
Август – это не пауза в театральной жизни. Театр просто уходит из душных залов туда, где есть воздух, масштаб и пространство для эксперимента. Все ссылки на фестивали и их медиа-архивы я оставлю в описании. Напишите в комментариях, какой формат вам ближе – традиционная сцена или сайт-специфик перформансы на развалинах заводов. До встречи!